Всем привет, мои дорогие! Рада снова вас всех видеть на своем канале. Как и обещала в прошлом видео, я сегодня вам покажу, как я делаю вечерний мейкап. Кстати, спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии и вопросы. Итак, начнем. Как вы видите, я уже собралась, почти готова к выходу. Осталось дело за малым, осталось сделать макияж. В общем, начнем с базы. За основу я использую базу Smashbox. Она мне очень нравится. Я наношу это прямо руками. Стилисты обычно за это ругают. Говорят, что все надо наносить кистями. Дальше мы приступаем к базовому тону. Для базового тона я использую тональный крем от La Prairie. Это мой любимый. Не спрашивайте, сколько он стоит, дорого. Это, наверное, самое дорогое вообще, что у меня есть из косметики. Но оно того стоит. Итак, берем кисточку среднего размера для нанесения тона. Я наношу сначала тон на руку, потом с руки, похлопывающими движениями переношу все на лицо. Вечерний макияж у нас, как вы знаете, должен быть более плотным, нежели дневной. Можем позволить себе немножечко больше. Хорошенько промазываем зону под глазами. Открою вам маленький секрет. Если вы хотите выглядеть свежо, то используйте тональный крем на один тон светлее вашей кожи. Итак, переходим к основной части нашего макияжа. Это тени. Для вечернего макияжа я использую тени Naked, оттенка, который очень сочетается с моим сегодняшним образом. У меня сегодня красное платье, поэтому я использую Naked Hit. У меня очень много различных палеток этой фирмы. Я не рекламирую, не занимаюсь рекламой. Я просто делюсь с вами тем, что мне нравится. Итак, приступим. Берем кисточку небольшого размера и тоном, который называется Chaser, наносим тени от внутреннего уголка глаз. Очень люблю этот цвет, он у меня уже почти закончился, как вы видите. И дальше как по алфавиту. Переходим к более темному. Называется он Soused, как соус. Наносим на середину глаза. Теперь меняем кисточку, так как мы приступаем к темному оттенку. Для темного оттенка я всегда использую отдельную кисточку. Используем цвет Enfugo. Моему цвету кожи такая палетка идеально подходит, но людям со светлой кожей я бы советовала быть неосторожной и использовать что-то более нейтральное. С моей формой глаз я пытаюсь визуально максимально поднять глаза вверх, чтобы они выглядели более открытыми. Поэтому я наношу темный цвет и вытягиваю глаз как можно выше. Берем вторую кисточку чистую для растушевки. Растушевываем край. Такими движениями возвращаемся
нашей прошлой кисточки для темного оттенка. Делаем то же самое со вторым глазом. Растушевка. И теперь переходим к самому темному цвету, который называется Ashes. И прямо похлопывающими движениями наносим на внешние уголки глаз. Снова берем кисточку для растушевки. Потихоньку растушевываем каждый край. Сначала один глаз, затем второй. Переходим к нижним векам. Для этого я беру тоненькую кисточку и таким же темным оттенком мы прорисовываем нижнее веко. Если у вас осыпалось немного теней во время процедуры, то не расстраивайтесь, просто возьмите чистую кисточку и слегка смахните излишки теней. Затем, когда мы перейдем к зоне вокруг глаз, это все равно разотрется, размоется, поэтому не стоит переживать. Итак, для внутреннего века я использую карандаш Estee Lauder. Оттенок называется... я даже не знаю, как он называется. Просто карандаш похожего цвета. Так, переходим к стрелкам. Стрелки — это очень важный момент. Так, где наш? Переходим к стрелкам. Самое лучшее для рисования стрелок — это карандаш от MAC. Это уникальная вещь. Карандаш-маркер, он очень легко, удобно рисует. То есть даже людям, у которых постоянно трясутся руки во время макияжа, может очень хорошо помочь. Кроме него я ничем не могу себе подвести глаза, поэтому всем рекомендую. Итак, натягиваем, как обычно, веко, закрываем глаз и от внутреннего угла к внешнему проводим. Прорисовываем верхнюю стрелку. Переходим ко второму глазу. То же самое, натягиваем глаз. Итак, стрелки получились ровными. Теперь займемся зоной вокруг глаз. Для этого мы используем консилер. Я рекомендую людям, у кого постоянные темные круги под глазами, использовать консилер от MAC, который держится 24 часа. Наносим на треугольничек вокруг глаза. Ни в коем случае не выходим за эту зону, так как можно оказаться с эффектом панды, только наоборот, с белыми кругами под глазами. Получился такой аватар. Теперь мы берем маленькую кисточку и такими втаптывающими движениями начинаем медленно, не спеша растушевывать зону под глазами. Итак, зона вокруг глаз закончена. Теперь наш взгляд стал более свежим. Мы переходим к светокоррекции.
Естественно, моя любимая вещь это Smashbox. Это такая вещь со шпаргалкой. То есть здесь у нас контур, хайлайтер и бронзатор. Так, значит, наносим чистой кисточкой зону, опять же, вокруг глаз. Здесь очень удобно, так как можно посмотреть прям куда что наносить. То есть хайлайтер мы наносим под глазами, делаем треугольник на лбу и наносим немного на подбородок. То есть я, в принципе, следую этой инструкции и делаю то же самое. Берем кисточку поменьше. Рисуем такую линию носа. Немного добавляем на лоб. Это сделает взгляд более открытым. И чуть-чуть на подбородок. Теперь растушевываем все это большой кисточкой. Переходим к нашим контурам. Контур носа. Берем небольшую кисточку и аккуратно, как указано на этом рисунке, прорисовываем крылья носа. Берем кисточку побольше и тем же бронзовым оттенком прорисовываем линию щек. Я всегда закупаю их впрок, потому что они очень быстро заканчиваются. Итак, продолжим. Мы уже обработали зону вокруг глаз, обработали среднюю треть лица, теперь мы делаем скулы. Делаем мы скулы тем же контуром от Smashbox. Для того, чтобы нарисовать красивые скулы, втягиваем наши щечки. И прямо по линии, которая образуется от втянутых щек, прорисовываем нашу скулу. Обращаю ваше внимание, что это вечерний макияж. Здесь вы можете позволить себе немного больше. Можете сделать себе, как говорится, группа скулы. И обрабатываем контур лица, подбородок. Как я уже говорила, мое больное место. Чтобы он выглядел более четким, мы прорисовываем линию вокруг лица, вытягивая подбородок немного вперед. Итак, дорогие друзья, мы завершили нашу цветокоррекцию. Теперь мы переходим к бровям. Для бровей я использую палетку от Dior. Это тоже уникальная вещь-находка, особенно для тех, у кого не такие густые брови, как у меня. Здесь у нас есть помадка, но я предпочитаю использовать обычный сухой тон, так как он держится дольше, особенно в вечернем макияже. Проводим строго по контуру нашего роста волос. Вечером я делаю брови немного поярче, чтобы это гармонировало с общим образом. Главное их потом стереть и не оставить на какой-нибудь кофте. Для придания бровям пушистости я использую специальный Mr. Brow Filler от Givenchy. Мы просто чуть-чуть поднимаем линию
роста бровей вверх, что создает эффект так называемых пышных бровей. Помню времена, когда все рисовали себе такую запятушку, выбривали полностью брови и рисовали запятую на лице. Мне интересно, что будет лет через 5, посмотрим. Теперь, чтобы добавить нашему вечернему макияжу сочности, мы возьмем палетку от Naked и самым-самым черным цветом, который называется Black Market, мы проведем по линии стрелочки. Днем мы такое себе позволить не можем, зато вечером наслаждаемся. По чуть-чуть наносим, мягкими движениями делаем растушевку. Как вы знаете, глаза — это зеркало души, и то, что мы прорисовали темным тоном вокруг наших стрелок, добавило глубины взгляду. Переходим к нашим ресницам. Для ресниц я люблю использовать тушь от MAC, но я также иногда использую Dior, либо Estee Lauder. Все эти туши хорошие, я просто по настроению беру, какая сегодня попадется. Прорисовываем верхние ресницы правого глаза. Для вечернего мейка я обычно наношу побольше туши, в отличие от дневного. Даем правому глазу немного просохнуть и проделываем ту же процедуру с левым глазом. Но не перебарщивайте с тушью, чтобы килограмм туши не затмил ваш томный взгляд. Теперь переходим к нижним ресницам предыдущего глаза. И нижним ресницам второго глаза. Итак, дорогие друзья, мы почти закончили наш вечерний макияж. Осталось дело за малым — накрасить губы. Для губ я использую карандаш Vivienne Sabo. Это недорогая марка, но очень качественная косметика, она мне очень нравится. Проводим контур губ аккуратно от центра к краю. Стараемся не выходить за контур наших собственных губ, иначе у вас получится эффект утки. Я немного прокрашиваю также губы в центре, так как это все-таки вечерний мейк, он должен быть более ярким. И, наконец, наносим блеск для губ. Сегодня у меня красное платье, поэтому блеск будет в цвет платья. А теперь я покажу вам один лайфхак. Чтобы на губах у вас не оставалась губная помада, чистым пальцем делаем такое движение. Все, помады больше не будет на зубах. И еще один лайфхак. Это наносим капельку хайлайтера над верхней губой. Это сделает ваши губы более пышными. Хайлайтер я использую от Giorgio Armani. Итак, дорогие друзья, макияж готов. Осталось только подправить немного волосы. Итак, дорогие мои, наш вечерний образ готов. Я хочу вам сказать, что я не планирую становиться бьюти-блогером, я просто делюсь с вами своим опытом о том, как быть красивой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, задавайте вопросы, пишите комментарии. Я вас всех очень люблю. До новых встреч. Пока-пока!